Доброго времени суток, дорогие наши зрители. Канал Masters of Body вас приветствует. Добрый вечер, друзья. И тема сегодняшнего выпуска – 5 грубейших ошибок начинающих тренеров. Этот выпуск касается работы тренеров, которые не имеют большого тренерского стажа, которые начинают работать и взаимодействовать с новенькими клиентами, которые только пришли в клуб, только обратились к тренеру, не имеют опыта, имеют много вопросов, одним словом, начинающие. Не секрет, что встречают по одежке, и многие тренера пытаются с первых минут знакомства максимально произвести впечатление на клиента. А самое главное, выполнить все его пожелания, показать все известные и неизвестные упражнения, продать спортпит и написать диету. А теперь разберем все эти ошибки и попробуем подробнее понять, почему такое излишнее рвение может оттолкнуть от вас человека. Не грузите всем своим багажом знаний. Новый человек, только пришедший в зал и обратившийся к вам за помощью, по определению своему комплексует, теряется, боится. Поэтому чувствует себя неуверенно. А тут сразу какие-то гигабайты информации. Бицепсы, какие-то трицепсы, техника, дыхание. Чем больше действия, тем больше противодействия. Попробуйте непринужденно узнать о мотивах клиента, что побудило его прийти в зал. В дальнейшем эта информация поможет вам найти более правильный подход к этому человеку. В процессе выполнения тяжелых, легких, приятных упражнений тестовых ваш подопечный сможет лучше раскрыться, начнет вам доверять, и вы подружитесь. Выполняем несложные, простые упражнения, в которых человек может спокойно дышать, которые ему понятны и не доставляют особого дискомфорта. Например, упражнение гиперэкстензия. Оно является базовым для разгибателей спины, очень полезный для любого типа клиентов, начинающих, мужчин, женщин, юношей, девушек, и является безопасным. Упражнение приседания. Для начинающего клиента лучше его делать без веса, чтобы тренер мог убедиться в правильности выполнения самого движения, правильной постановке спины и плавном корректном дыхании. Также упражнение является природным и понятным для любого человека, так как вес мы не берем осевой нагрузки на позвоночник. Нет, оно является безопасным и, естественно, оно является самым главным и базовым для любого типа тренировок. Проведя несколько подходов такого упражнения, тренер может составить первое впечатление о физических кондициях начинающего человека, выяснить, насколько развиты его ноги, гибкость поясничного отдела и возможность правильно дышать, выполняя многосуставные упражнения. Упражнение отжимания от перекладины помогает определить тонус мышечный грудного отдела, плечевого, возможности локтевых суставов и также понять общие кондиции человека. Также является безопасным, так как спортсмен выполняет движение собственным весом. Если упражнение слишком тяжело для выполнения, тренер может поднять перекладину выше, тем самым облегчив задачу, либо же наоборот, опустить ее ниже и дать грудному отделу и плечевому большую нагрузку. После этого он сделает свои выводы и подберет для клиента более серьезную, более эффективную программу. Не стоит быть слишком услужливыми и пытаться выполнить все прихоти клиента. Принцип «клиент всегда прав» в данной профессии сработает против вас. Клиент платит деньги, вы предоставляете свой багаж знаний. Ваши обязательства – качественная работа, его обязательство – соблюдать правила в заведение, в которое он пришел. А больше никто никому ничего не должен. Уважайте себя, и другие начнут уважать вас. Это же касается и построения тренировочного процесса. Хочу попу, хочу трицепс.
Это, конечно, все хорошо и понятно, но зачастую клиент мыслит категориями стереотипов, и это вызывает построение ложных, не совсем правильных, некорректных тренировочных целей. Одна из явных ошибок начинающих тренеров, когда клиент желает в первой же тренировке прокачать ягодичную мышцу, хотя это больше относится к женщинам и к девушкам, опытный в кавычках тренер сразу же дает целевое упражнение, например, выпады. Человек, не научившись приседать, нормально стоять на ногах, начинает делать это упражнение максимально некорректно. Вот еще один из вариантов ошибочного подхода. Клиент пришел и говорит: мне нужен трицепс, мне нужно подтянуть руки. И тренер заботливый, естественно, сразу же дает упражнение на трицепс. Вместо того, чтобы укрепить весь плечевой пояс, грудной отдел, а потом уже заняться более мелкими мышечными массивами, он сразу же дает. В этот момент тело затрачивает как можно меньше энергии, калорий. Упражнение делается некорректно, некомфортно. Эффект для изменения фигуры в лучшую сторону минимальный. Собственно, как и от всей тренировки. Та же самая ошибка относится и к парням, к мужчинам, которые с первых дней тренировок хотят себе мощные, большие руки и бицепсы. Опытный тренер заставил бы отжиматься, делать более базовые упражнения. Но тренер, который хочет всем угодить и сразу же добиться желаемого в кавычках результата, естественно, даст по запросу клиента ему упражнение на бицепс. КПД от такой тренировки, сами понимаете, будет минимальным. Вы специалист, вы предлагаете технологию. Да, с учетом пожеланий, да, корректно, да, вежливо, выслушал, но по-вашему. В конце концов, за отсутствие результатов спросят с вас. И отговорка типа, что меня попросили, то я и дал, сыграет против вас. Вы тренер, вы специалист. И последнее слово должно быть за вами. Никогда не пренебрегайте разминкой. Даже если ваш клиент опоздал, даже если у вас очень плотный рабочий график, не стоит рисковать здоровьем вашего клиента. Всегда можно найти вариант, как разогреть человека и быстро, и в рамках намеченного вами тренировочного плана. Если человек опоздал, скорее всего, он тоже переживал по этому поводу. А выполнив несколько нетяжелых подходов, он сможет успокоиться и настроиться на продуктивную работу. Можно разогреться на тренажерах, задействуя антагонисты. Например, перед тренировкой грудных мышц сделать несколько подходов вертикальной, горизонтальной тяги, легкими весами по 15-20 повторений. Также можно начать тренировку грудных мышц, но не с жима штанги лежа, а с проработкой в грузоблочном тренажере. Это усилит эффект разминки, разогреет грудной отдел, плечевой пояс и будет абсолютно безопасным. Также эту разминку можно дополнить легким упражнением для брюшного пресса. Амплитуда неполная, движение безопасное. Человеку вполне комфортно и все понятно. Ошибка номер 4. Постарайтесь не тулить с порога спортпит вашего дилера. Большинство нормальных людей, скорее всего, воспримут эту информацию негативно. Представьте себе, человек пришел к специалисту за помощью, за консультацией, а тут ему пытаются что-то втюхать. Вы не торгаш, вы специалист в первую очередь. Когда ваш клиент привыкнет к залу, к вам, к окружению, появится уверенность происходящего. И может он даже сам начнет интересоваться у вас, как у наставника, что добавить еще к рациону его питания. Дайте ему время освоиться. Информация о спортпите и БАДах должна быть чисто повествовательная, а не приговор типа «не съешь, не вырастешь». И пятая ошибка сегодняшнего антирейтинга, осознавая которую можно подытожить наш сегодняшний выпуск. Попробуйте давать человеку меньше ограничений, меньше запретов, хотя бы первое время. Человек, который к вам обратился за помощью, наверняка хочет позитивных изменений в жизни.
И вряд ли он думал, что на него все свалится. Подсчет калорий, строгие диеты, прочие лишения и распорядки дня. Это все, конечно, хорошо, и оно должно быть, и имеет место быть. Но не сразу, дозированно. Изучите вашего человека, изучите его морально-физическое состояние, и потом потихоньку добавляйте весь ваш багаж знаний. Подарите человеку плюс одно удовольствие в жизни. Ваша совместная работа тогда будет с ним долгой и продуктивной. Надеемся, информацию, которую вы от нас услышали сегодня, будет для вас полезной. С вами был канал Masters of Body. Пишите, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. С вами, как всегда, были Андрей Шарапов, Константин Придьма и Дмитрий, Журавель, наш постоянный ведущий за кадром. наш неизменный оператор.